Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Здесь сегодня присутствуют женщины, у которых сегодня и ночь, и вечер, и утро, и середина дня. Меня зовут Диана, и сегодня у нас с вами, очень необычный вебинар, очень необычный разговор о духовном опыте и сексуальности, как они связаны между собой и какая существует огромная внутренняя проблема у женщин и у мужчин именно в этой теме. У всех у нас есть это разделение. Здравствуйте! Напишите, как вы меня видите и слышите. Мы сейчас будем общаться, у нас есть где-то час. Напишите мне, пожалуйста, что вы меня видите и слышите. Так, чуть ниже камеру опущу. Вот так. Итак, мои любимые, ваши плюсики, ваши сердечки, что вы меня видите и слышите, отлично. Наталья меня точно видит. Кто вчера был на мастер-классе, который назывался «Большие деньги и шикарный секс в паре»? Отлично, прекрасно, я вижу, что вы меня видите и слышите, это очень важно. Вы не представляете, сколько раз в моей жизни я начинала вести вебинар, говорила что-нибудь очень интересное, и через 15 минут я вдруг обнаруживала, что мне уже все на все телефоны пишут разные люди, что меня никто не видит и не слышит, и что эти 15 минут я разговаривала сама с собой. Пишите, кто был, я хочу увидеть, кто был. И кто не был, поставьте минусы. Ну, не в смысле, что это там было очень плохо, а в смысле, что вас не было. Я буду понимать, насколько я могу опираться на вчерашнюю информацию. Кто не видел вчерашний, а это было два мастер-класса. Один был в субботу утром, второй в воскресенье вечером в рамках фестиваля Love Fest, который делает Евгений Дейнеко. Он будет продавать, по-моему, по 29 евро или долларов все записи. Я вам очень советую купить. Там прекрасные два моих вебинара, каждый по 2 часа длительностью. И очень много вебинаров других мастеров, тоже таких же прекрасных, интересных. Поэтому, если вы не были на вчерашнем мастер-классе, что мне вам сказать, если говорить только о себе, будет здорово, если вы послушаете. Не хочу говорить, жалко, что вас не было, там не было какой-то информации, о которой надо жалеть. Там была невероятно важная информация, структурная, по тому отклику, который я получила во время вебинара и после вебинара. Этой структуры людям как раз и не хватало в понимании отношений. И я опиралась в своем вебинаре на очень жесткую структуру, как развиваются отношения. Люди себя узнавали, люди были в радости и в шоке, потому что переход с одного уровня на другой, он связан с определенными кризисами в отношениях. И когда люди не знают, что этот кризис всего лишь обозначает, что мы поднимаемся на следующий уровень, пары распадаются. И это... Ссылку потом мы найдем вам, где купить у Евгения. В коучинг по отношениям хочет Наталья Лапикус. Отлично. Тем, кто меня знает, хочу рассказать о наших планах. У нас впереди 6-я коуч-группа по раскрытию сексуальности, и мы готовим новые коучинги с новой специализацией, и ты как раз попала, Наталья, в точку. Мы готовим новый коучинг по отношениям.
Сложный будет коучинг, потому что если про сексуальность это классно, мы все попали в нужное состояние, поняли некий прием, поняли некую идею и в этом всем существуем, то коучинг по отношениям это про то, как быть мудрой женщиной. Это не просто, это чтобы не манипулировать партнером, это чтобы не страдать, не прогибаться и не прогибать его. Там существует очень красивый танец в этой паре, женско-мужской. И вот видеть этот танец и уметь его танцевать, для этого нужно быть мудрой. И вот сейчас я готова уже сделать такой коучинг, и коучинг про отношения и коучинг про деньги у нас скоро стартует. Скажите мне, пожалуйста, еще, кто вчера не смог оплатить на вебинар, который будет 26 мая? Я говорила, что 26 у нас будет вебинар о 4 путях наслаждения для женщины. И вчера на вебинаре я объясняла, что единственное, что мы в отношениях являем, это нашу женственность. Не нашу маму, не нашу сестру, ни директора советской власти, ни бизнес-тренера, ни домохозяйку. Мы в отношениях являем женщину, а мужчина в отношениях являет мужчину. И вот, чтобы быть женщиной, нужно наполнить свою женственность. И у меня даже появился такой термин, мне над ним хотелось раньше смеяться, но сегодня он вызывает у меня большое уважение. Этот термин звучит так: женственная женщина. И вот то, что наполняет меня как женщину, это наслаждение. И есть 4 стороны света, 4 абсолютно разных вида наслаждения в каждой стороне света. Абсолютно свои уровни, как поднимается это наслаждение у женщины. И вот об этих уровнях и об этих 4 сторонах света мастер-класс 26 мая. И тот, кто не смог оплатить, вы можете, там были у нас неполадки с оплатой, вы можете оплатить. Мы продлили эту льготную цену $19 еще на сегодняшний день. А всем остальным, кто уже оплатил, молодцы, у вас получилось. Но просто очень много нам писало вчера людей, которые не смогли оплатить. А сейчас мы с вами поговорим. Конечно, конечно. Елена спрашивает, а надо было уже оплатить или сделать заявку? Оплатить. Надо оплатить, потому что вообще мы сегодня собирались повысить цену, но из-за того, что много людей не смогло оплатить, мы повысим цену завтра. Мы так обычно делаем. Я очень не люблю делать дешевые мастер-классы, но вот это уже будет 2-й или 3-й за мою жизнь такой вот недорогой мастер-класс, который будет очень глубоко проявлен. Итак, что я хочу вам сегодня рассказать. Я прошу моих помощников, тут люди спрашивают, где взять ссылку для оплаты. Вот Юля пишет, а не смогла бы ты номер счета. Вот все это будут отвечать мои помощники. Я, если позволите, займусь самим рассказом. Мне важно вам кое-что объяснить. Итак, важную мысль номер 1 я вам уже сказала. Давайте я проговорю вам ее еще раз. Женщина – это наслаждение. Женщина питается наслаждением.
Когда вы это наслаждение в себя впускаете, очень разными способами это наслаждение входит в нас, очень по-разному проявленное наслаждение входит в нас, какая-то часть нашей психики расслабляется, то есть запомните схему, она расслабляется и наполняется гормонами жизни. Сейчас, когда я веду этот мастер-класс, передо мной стоит букет с пионами. Это очень красиво. И когда я говорю с вами, время от времени мой взгляд на них падает. Просто подвинула, чтобы мне было красивее. И я любуюсь. Когда я любуюсь, я могу заметить, что что-то во мне расслабляется и наполняется. Совершенно другой вид наслаждения я буду получать, когда я буду ласкать свое тело. Совершенно другой вид наслаждения я буду получать, когда буду бегать под дождем, заниматься спортом. Я вряд ли такое сделаю или не скоро себе такое наслаждение позволю, но вот Аня Кучина, моя коллега и партнер по бизнесу, сегодня в Инстаграме вывесила фотку, как она бегает в дождевичке под сегодняшним дождем, а в Киеве дождь. И это может быть наслаждением, а может не быть. Вот когда это наслаждение, вы можете осознать, что я сейчас говорю, что это может быть наслаждение. Бежать, холодные капли стучат по голым ногам, на голове капюшон, телу приятно тепло, мышцы напрягаются, и это приятно, и это наслаждение. И наслаждение может быть релакс, поспать подольше, полежать в постели. Наслаждение может быть секс, еда. Наслаждение может быть слушать вебинар. Наслаждение может быть раньше лечь спать или не спать всю ночь и смотреть за поем какой-то сериал. Наслаждение – это не только про отдых. Наслаждение – это и о работе, и о жизни. Можно смотреть на ребенка, можно готовить еду и наслаждаться, можно кормить семью и наслаждаться. Женщина наслаждается всем. Она должна всем уметь наслаждаться. Частично и написать мне об этом. Я сейчас ничего не говорю, вы говорите, вы пишете, что у вас зависло. Я немного растеряна. Заработала. Фух. Хорошо. Я хочу напомнить тему нашего сегодняшнего мастер-класса. Это то, как связаны между собой сексуальность и духовность. И вот что мне хочется вам рассказать. И я хочу говорить с вами сегодня как духовный мастер, именно женский духовный мастер. Если вы наполнены, а я только что говорила вам, что нас наполняет очень разного вида наслаждения. Если мы наполнены, если я как женщина наполнена, и
мой партнер касается меня, моего тела, целует мои губы, гладит меня, а я целую и глажу его, то в этот момент все мое наслаждение начинает переливаться в партнера. И каждое мое прикосновение становится для него неповторимым, новым. Потому что каждую секунду, гладя, может быть, один и тот же участок его головы, например, это еще не секс, это даже еще не прелюдия, а я просто поглаживаю его волосы. Но в каждую секунду, если я наполнена наслаждением, каждую секунду в его голову поступает очень разное наслаждение. Вот это я смотрела на пионы, и в него вливается вот такое наслаждение. А это я вкусно завтракала. А это я разговаривала с любимой подругой, и мы ворковали, обсуждали наши наряды, платьички. И мы были такие ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. И в него поступает эта энергия. И поступая в него, вот это расслабление и наслаждение, оно оседает где-то в его пустотах, заполняет какие-то его недостающие части его жизни. И мужчина испытывает расслабление. Мужчина испытывает наслаждение. Оно течет через вас. И поскольку жизнь мужчины – это борьба, жизнь мужчины – это напряжение и ответственность, в момент секса, в момент ласки, в момент прелюдии, в момент любовных игр он получает от вас этот невероятный коктейль, которым вы наполнились в течение дня. Это заполняет его и снимает с него вот эту долю ответственности, снимает с него это напряжение, эту воинственность, этот стресс, в котором он пребывает. И у него случается невероятный релакс. И это расслабление, оно приводит к тому, что все участки его тела расслаблены, кроме его гениталий. И когда вы учитесь ласкать мужчину, вы обнаруживаете, что последнее, что мы ласкаем, это его гениталии. Что самое большое удовольствие он получает, когда мы ласкаем его голову, его стопы, его подколенные чашечки, его шею, уши, плечи, зону вот этого треугольника доверия на спине. Почему я об этом рассказываю? Я рассказываю вам о духовном смысле секса, что во время этой встречи мужчины и женщины происходит исцеление большого напряжения, мощного травматического опыта, который есть у обоих партнеров. Женщина помогает мужчине расслабиться, а мужчина, если он наполнен мужской энергией, он, прикасаясь к женщине, обнимая ее, гладя, он дает ей ощущение защищенности. И все наши травмированные части женские, где не было защиты, где не было любви, где не было поддержки, они расслабляются, они получают свой опыт контакта с тем прекрасным и великим, что они так хотели получить. И поэтому после настоящего секса партнеры лежат очень расслабленными, не опустошенные, а расслабленные. У них должно быть после секса очень много силы, но и очень много драйва, очень много расслабления. Камасутра – это великое знание о том, какой духовный смысл
несет связь между мужчиной и женщиной. Кама на санскрите означает наслаждение, а сутра – это мудрость. Кама-сутра – это мудрость наслаждения. И сама по себе кама, наслаждение – это цель, которую человек должен постичь в своей жизни. Человек, который не постиг наслаждения, не может постичь более высокие уровни. Он не может постичь уровень арта, это уровень богатства. Он не может постичь уровень дхармы, уровень служения. И он не может постичь уровень мокши, уровень освобождения. Все это 4 этажа, по которым человек должен пройти. 4 дороги, которые человек должен пройти постепенно. И начинает человек с камы, с наслаждения. И те, кто вчера слушал мой вебинар, почему я об этом спросила? Не похоже ли вам это на эти 4 пути, 4 уровня зрелости, о которых я вам говорила? Кажется, похоже. Это те же 4 уровня, только придуманные, понятые людьми 6000 лет тому назад. 6000 лет тому назад. Эти 4 уровня зрелости, которые мы сегодня изучаем в бизнесе, в менеджменте, были прекрасно точно так же описаны, как 4 уровня, 4 пути, по которым человек должен пройти. Как вам это? И я говорила вам вчера, абсолютно уверена, что первый этаж проходится только через наслаждение. Невозможно пройти первый этаж. Невозможно исцелить травмы детства другим способом. Невозможно исцелить свой травматический опыт, свой кармический опыт другим способом. Есть один способ и у мужчин, и у женщин. Это наслаждение. У женщины наслаждение своей женственностью, а у мужчины это познание своей силы. И когда он ее познает, он испытывает свое наслаждение. Как вам это? Не стало ли для вас теперь вопрос вашего наслаждения более приоритетным? И первый этаж может помочь пройти и мужчине, и женщине только женщина. Четыре названия этих уровней. Кама – это наслаждение. Следующий, более высокий уровень – это арта, это богатство. Еще более высокий уровень, третий – это дхарма, это долг, служение. И четвертый уровень – это мокша, освобождение. В бизнесе эти уровни будут называться ребенок, подросток, юноша, взрослый. И теперь вам видно, как связаны между собой все вебинары, которые я провожу. Они все для меня связаны единой цепью. Для меня это все огромный духовный смысл. И когда я вместе с вами учусь и учу вас наслаждаться, быть женственной, я служу Богу, я служу духовному пути. И когда вы начинаете понимать, что женщина, которая наполнена наслаждением, что только она может дать себе и своим близким, и своей семье возможность пройти, исцелиться и подняться на уровень, где я окей, а мир не окей, на уровень подростка. Кама – это наслаждение, а сутра – это мудрость. И вот мудростью я с вами сейчас и делюсь, мудростью наслаждения. Я хочу добавить сюда духовного огня. Я хочу сказать, что 4 стороны света – это 4
абсолютно различных способа наслаждения. Когда в вашей семье чего-то катастрофически не хватает, я говорю в вашей семье, но надо сказать так, когда в вашей жизни и в вашей семье чего-то катастрофически не хватает, это означает, что какой-то один из видов наслаждения вам недоступен. Вы о нем либо не знаете, либо его игнорируете, либо у вас есть запрет на это наслаждение, и вы идете на поводу у этого запрета. Теперь вам становится понятно, почему это происходит. Если вы, как женщина, не наполнены этим наслаждением, то вы не можете это наслаждение передать своему партнеру, своему дому, не можете передать своей дочери, своему сыну, своим детям, не можете передать своим сотрудникам и своей собаке. Колечко неправильно одел. И когда мужчины уходят к любовницам, или даже не уходят, а заводят любовницу, очень часто он заводит любовницу не для того, чтобы уйти из семьи, а для того, чтобы получить тот недостающий ему вкус, ту недостающую энергию, в которой он так нуждается, чтобы быть живым, чтобы процветал его бизнес, чтобы он чувствовал себя мужчиной на миллион. И когда они уходят налево, конечно, это незрелое поведение, но и мы в этом же вопросе незрелые. И если женщина понимает, что надо не воевать с любовницей, а нужно понять и увидеть, какую сладость эта женщина дает этому мужчине. И если вы сможете дать ее вначале себе, то есть не надо, знаете как, не надо посмотреть, так, любовница говорит ему, что он хороший, что он классный, что он такой замечательный. И сейчас я то же самое скажу. Это не об этом. У любовницы, к примеру, есть сладость беспомощности. То есть она может себе позволить, нуждаться в нем, нуждаться в его заботе и наслаждаться от этого. Ой, что я вот сижу дома, а тут он пришел с пакетиками еды, он такой милый, и она этим наслаждается. И вот этим наслаждением она с ним только что поделилась, что он такой милый. И вот он чувствует этот вкус этого наслаждения, что он такой милый, он такой нужный, без него она никак не обойдется. И вот задача не сказать его, что он милый, а задача увидеть, что этот вид наслаждения вы никак не могли взять. Вы никак не могли насладиться от своей беспомощности. И вот вы ищете, как туда зайти, вы пытаетесь туда себе дать поддержку, берете у какой-то женщины другой помощь или делаете это сами. Но вы открыли в себе это наслаждение от беспомощности. Мы часто бываем беспомощными, правда? Но мы очень многие не умеем этим насладиться. Я сегодня вспоминала Аню Кучину. Вы знаете, Аня совершенно гениально умеет наслаждаться своей беспомощностью. Она такая, ох, ей так хорошо в этот момент. Она так себя любит в этот момент. Ой, я не знаю, как это сделать. Ой, как это получилось. Или, ой, помогите мне, пожалуйста. И кто-то другой, у кого она сейчас просит помощь, он испытывает невероятный восторг. Потому что с ним только что поделились какой-то очень-очень вкусной, невероятно ценной энергией. Потому что когда кто-то в кайфе от своей беспомощности, тот, у кого он просит помощи, становится в кайфе от своей силы. Как вам это?
Что скажете? Вчерашний вебинар, Мария, можно купить у Евгения Дейнеки. Точнее, не только мой вебинар, а он продает все вебинары. Можно купить весь комплект. Что вы скажете, мои дорогие? Как вам этот духовный смысл? У меня сейчас тишина. То ли вы меня не слышите, то ли я не вижу ваших комментариев, то ли их нету. Подожду. Смотри, Людмила, я не учу тебя просить о помощи мужчину. А вот это нас учили. Ой, сколько женских тренингов я прошла, где нам говорили, просите у мужчины помощи. А я хочу вас научить другому. Я хочу, чтобы вы насладились своей беспомощностью. Таисия пишет, очень круто, так откликается, но так непросто научиться наслаждаться всем, пока только учусь. А ты насладись тем, что ты не умеешь. Обрати внимание, что пока ты не умеешь, ты не можешь себя за это любить и наслаждаться этим. Смотри, куда я привела вас. Я вас привела сюда, в том, чтобы наслаждаться не только своими достижениями, но и своими поражениями. Да, наслаждайтесь силой. Наслаждаться силой – это хорошо. А вот насладиться своей беспомощностью – Наталья пишет, ой, прекрасная мысль, я так не умею, и мне этого явно не хватает. А ты прямо сейчас насладись тем, что ты не умеешь, и тем, что тебе этого явно не хватает. Вот понаслаждайтесь. Ой, я такая неумеха, ой, я еще столько всего не знаю. Боже мой, сколько я всего не знаю. Вам сейчас имеет смысл не думать о людях, а подумать о себе. Потому что пункт номер один, тот пункт, который вы никак не можете для себя решить, мои дорогие женщины, это сфокусировать внимание на себе. Даже когда женщины начинают наслаждаться, они начинают это делать опять для кого-то другого. Это можно насладиться для кого-то другого, чтобы потом ему отдать. Но гораздо важнее насладиться для себя, напитать себя. В тот момент, когда вы напитали себя, напитали свое «я», ваше эго растворилось. Кажется, что наше эго ненасытно, но это не так. Когда вы насладились, вам больше ничего не нужно. Когда вы насладились, кажется вначале, что я буду лежать на этом пляже годы. Но проходит неделя, и вы уже належались на этом пляже, накупались. Это я вспоминаю себя на Гоа. Мы в такой бухте отдыхали, где не бывает волн. И вода была как парное молоко, и белый песок. И можно было лежать
под зонтиком, на лежачке, далеко от людей, можно было с людьми. С каждую минуту к тебе мог подойти очень услужливый официант и предлагал манговый сок, фреши всевозможные. Мне казалось, что мы там 12 дней или 14 отдыхали. Когда я приехала, я думала, 14 дней, они как минута пройдут. Вот если бы у меня был год, я бы сюда на год приехала. Но в какой-то момент, на 6-й, по-моему, день, я уже полностью вся отдохнула, и проснулась моя жажда деятельности. Марина пишет, как научить себя хотеть что-то, подскажите, пожалуйста. Не нужно учить себя хотеть что-то. Очень красиво. Очень. У дочки новый наряд. Не нужно учить себя хотеть что-то. Для этого нужно просто немножечко отдохнуть. Потому что когда женщина говорит, что она ничего не хочет, это значит, что она хочет отдыха. И тогда ты просто отдыхаешь. Итак, Камасутра. Вы знаете, специально принесла свою любимую книгу. И что мне хочется рассказать вам о Камасутре? Простите, пока не буду отвечать на ваши вопросы. Камасутра увеличивает в вас жизненную силу, когда вы осознаете, какие у наслаждения существуют инструменты. И наслаждение, мы сейчас говорим о наслаждении быть женщиной, не о наслаждении быть деловым партнером, вот как Александра пишет, что жажда деятельности, идей, проектов, творчества – это наслаждается та твоя часть, которая достигатор. Она прекрасная часть, она всем нам очень нужна. Но у меня для тебя прекрасная новость, что твой достигатор может жить на двух, у него есть два топлива. Твой достигатор – это твой внутренний мужчина. И он может жить на жажде доказать кому-то, что я и не я, а на рубль дороже, то есть на сравнении, на конкуренции, а может развиваться из женского, из наслаждения. Это очень разные топлива. И от одного мы выгораем, а от другого мы можем в бизнесе работать бесконечно. Мои партнеры по бизнесу, друзья, они спрашивают о секрете моего трудолюбия. Я очень много работаю, но я работаю из женского состояния. Я наслаждаюсь тем, что я делаю. Я ни с кем здесь не конкурирую, ни у кого не выигрываю, ни с кем не борюсь и не доказываю. Я очень внимательно слушаю, хорошо ли мне. И точно так же я внимательно слушаю, хорошо ли вам. И если я вижу, что баланс не в мою пользу, я перестаю вас напитывать и прошу вас напитать меня. И спрашиваю, вам нравится то, что я рассказываю? Вам это полезно? Скажите мне, пожалуйста. И вы начинаете мне отвечать, что это очень ценно, спасибо тебе большое. В этот момент вы наливаете мне. А потом я снова что-то вам рассказываю, объясняю. И в какой-то момент я снова хочу услышать от вас слова восхищения. И так вот эту 8 я кручу весь вебинар, каждый коучинг. Я этим наслаждаюсь. Каждую личную консультацию. Я веду очень много личных коучингов. Вот это бизнес по-женски. Здесь нету достижения, здесь есть расслабление. Камасутра дает вам очень много энергии. Когда вы, как женщина, осознаете,
что вы источник, вы пауэрбанк для своего мужа, для его бизнеса, для своего бизнеса, для своих детей, для своего дома. Когда вы осознаете это, и это перестает для вас быть какими-то пустыми словами, а является для вас фактом. Когда меня нет дома, цветы могут вянуть. Когда я дома, цветы все цветут. Когда я прихожу домой или приезжаю к своему сыну, он живет за границей, я вижу, как он на глазах расцветает. Я захожу и наполняю все пространство. И он говорит: о, Напа мама приехала, сейчас в моем доме будет очень много энергии жизни. Итак, женщина – это наслаждение. И женщина наслаждает собою всю свою семью. Вот Мария такое хорошее сейчас пишет, что я теперь осознала, почему испытываю прилив энергии, когда работаю с детьми. Они транслируют благодарность и любовь, конечно. А работать с собачками всякими, с животными, мы тоже очень сильно наполняемся. Они наш пауэрбанк. Они дают нам очень много энергии. И вот когда вы понимаете, что вы в релаксе лежите для всех, и что вы сейчас с огромным удовольствием драете окна для всех, что когда у вас много жизненной энергии, это для всех, вы становитесь невероятно ценной для самой себя. Вы понимаете, что ваш отдых для вас и для всей семьи не на последнем месте, а на первом. И тогда вам понятно, почему во всех древних трактатах сказано, что только тот мужчина получит процветание и богатство, который сделает женщин счастливыми. А женщин счастливыми – это женщин наполненными. И я не говорю только о релаксе и о отдыхе. Когда это нужно, это нужно. Наслаждаться можно и трудом, и отдыхом, и дождливой погодой, и солнечным днем. Наслаждаться можно очень многим. Но сейчас мне важно, чтобы вы перенесли акцент в наслаждении на себя, чтобы вы поняли, насколько это ценно. Что когда у вас море энергии, то вы ею делитесь со своими детьми, со своими близкими. И они все жадно пьют эту энергию. А когда у вас пусто, они приходят и начинают к вам клянчить. И они вас так бесят тем, что они к вам приходят и что-то еще хотят, а у вас нету. Но это ваша ответственность, что вы не поставили себя на первое место. Меня всегда спрашивают: Диана, как поставить себя на первое место? И я отвечаю вот всегда таким образом. А ты представь, что если ты не наполнена, то сдохнет вся твоя семья. Реально сдохнет, заболеет коронавирусом в самой тяжелой форме и умрет. Ты будешь долго еще сомневаться в этом? Если бы вы видели то, что вижу я, и читали то, что читаю я, вы бы понимали, насколько это невероятнейшая главная ценность. В Китайской империи были целые списки, где было там 600 с чем-то способов, как насладить женщину. И женщина должна была пролистывать этот список время от времени, чтобы видеть, какой способ наслаждения она к себе не применяла. Они просто проанализировали и ввели это, как все любят китайцы. Они все вводили в ранг закона. И чем выше был статус женщины, тем больше она должна была получать этого наслаждения. Как вам это?
Теперь вы понимаете, как вы идете в секс. Вы идете в секс пустая и хотите, чтобы мужчина своими руками и ласками наполнил вас, чтобы у вас появилась энергия для секса. Он сам пустой-припустой, потому что у мужчины недостаток энергии, а у нас избыток. И вот он пустой-припустой, чтобы получить от вас хоть каплю наслаждения, он пытается вас поласкать, насладить. И когда у него это не получается, потому что его природа не создавала ласкать женщину, он хочет взобраться на нее, совершить свой половой акт и сбросить физическое напряжение, так и оставшись пустым. Когда женщина пустая, в ней нет энергии, секс между мужчиной и женщиной происходит вот таким образом. Он сбросил физическое напряжение, и она сбросила физическое напряжение в вагине. И все. И она поднимается не совсем довольная им, потому что она хотела получить наслаждение, а не сбросить напряжение. А он просто лежит трупом, потому что он потратил последнее. Но если вы вкусная и сочная, он не может от вас оторваться. Его губы ищут разные вкусы на вашем теле. Его руки впитывают разную энергию. Секс идет очень долго. Прелюдия идет очень долго. Потому что интуитивно, ощущениями мужчина чувствует, что в самом сексе не будет этого вкуса. Это не находится в вашей вагине, это находится в ваших сосках, это находится в вашей яемной падинке, это за ухом, это на голове, это на пяточке, это на ягодицах, это на бедрах. Этот разный вкус он получает из разных ваших частей тела. И когда он касается вот эти своими жадными руками, желая этим напитаться, эта энергия течет из вас. И этот процесс, когда она течет из вас, это самое высокое наслаждение. Именно в этот момент вы испытываете огромное возбуждение. Как вам это, мои дорогие? Марина пишет, а если женщина сидит с ребенком и нет у нее времени даже присесть, что ей делать тогда? Марина, ты сидишь с одним ребенком или с 12? Твоему ребенку не нужно так много, чтобы ты бегала. Все ваше мамство, то есть поверьте маме 2 детей и коучу, который много лет ведет женские группы, все ваше мамство, вот это вот 90% это ваши психи, это ваш невроз. Ребенку не нужно так много вас, когда вы мама. Ему нужно, вы не психованный кролик, а ему та же наполненная мама и нужна. Кто-то очень хороший пишет, Диана, скажите, пожалуйста, если я не могу наслаждаться, потому что это какой-то медленный процесс и зря потраченное время, а кто тебе сказал, что наслаждаться можно чем-то медленным и зря потраченным время? Настрой себя, насладись чем-то быстрым и чем-то быстро потраченным временем. Понимаете ли вы, мои дорогие принцессы, что ваша сексуальность напрямую влияет на деньги? Напрямую влияет на ваши отношения. И это невероятная связь. Чем больше вы, то есть сексуально, это значит наполнено, это равно. Наполненная женщина сексуальна, сексуальная женщина наполнена.
Когда вы наполнены, и вы в контакте с мужчиной, когда вы наполнены, вы не можете страдать, вы не можете обижаться. Ваш внутренний ребенок полностью исцелен. Когда вы наполнены, вы исцеляете внутреннего ребенка своего мужчины. Вы исцеляете травмированного ребенка своего шефа. Не тем, что вы приходите и трогаете его за голову, а вы приходите, садитесь в кабинет и рассказываете ему там отчет за неделю, а он сидит и в вашем присутствии расслабляется. Ой, ему так нравится ваше присутствие, и отчеты у вас всегда самые хорошие. Это тоже бизнес по-женски. И вот ваша наполненность создает то, что рядом, что вас любят. Напишите мне, что вы это понимаете, что когда вы наполнены, вас любят и не хотят от вас уходить. Вам не нужно бежать, отдавать, вам нужно быть просто наполненной. Вы же понимаете, это же так все просто, что когда вы наполнены, вам хочется поделиться. В какой-то момент этой наполненности так много, что вы просто, вас сейчас разорвет, если вы не поделитесь. Мария пишет, а если начальник женщина, ей тоже очень нужна наполненность? Марина, ты такая смешная, что она пишет, меня напугали подруги, которые с детьми там в каком-то аду. Они живут в аду, потому что они не думают ни о чем. Они просто, у них в голове была идея, когда они были маленькие, у них в голове была идея, что мама, бедная и несчастная, так много работает. А мама говорила им об этом все время. Посмотри, я так много тружусь. И поэтому они просто это изображают. Ребенок не требует много времени, он требует одного, чтобы мама была наполненная. У наполненной мамы ребенок сидит, играется в своей комнате, и ему хорошо. Понимаете ли вы, что когда вы наполнены, вы в совершенном принятии, и вы любите своего мужчину. Но главное, что вас любят. Вот как мы любим детей, потому что они наполненные. Как мы любим маленьких собачек и кошечек, потому что они наполненные. И вот точно так же мы любим женщин, которые наполненные. Мы хотим дарить им подарки, мы хотим с ними общаться, мы хотим быть их в обществе, мы хотим их еще больше баловать, потому что она в наслаждении, рядом с ней хочется крутиться и вертеться. Как вы сейчас пишете, что я хочу купить все твои тренинги, Диана, хочу быть рядом с тобой. Почему? Потому что я наполненная. Наверное, поэтому. И когда мы наполнены, мы начинаем, мы хотим делиться. И между нами текут невероятные, очень красивые партнерские отношения. Между нами и мужем, и детьми, и партнерами, и друзьями. И отсюда, из этого партнерства, если вы помните вебинар, который был в субботу, из этого произрастают деньги. И рождается пространство любви. Вот есть женщина, есть мужчина, и из этого пространства, то есть рождается пространство, это пространство называется пространство любви, выделяется очень много энергии, и вот из этой энергии появляются деньги. И даже если вы сегодня одинокая, то у вас есть внутренняя женщина и внутренний мужчина. И там внутри вашей психики рождается это внутреннее пространство, которое позволяет деньгам прийти. Не тяжело зарабатываться, а прийти в вашу жизнь. И 2 мая у меня будет очень большой мастер-класс, который называется «Золотой треугольник». И он о том, как связаны сексуальность, любовь и деньги между собой.
И вы научитесь на этом мастер-классе совершенно практически понимать, где добывать энергию и как ее перегонять в нужные сферы жизни. Он очень практичный, и вообще-то этот мастер-класс для мужчин и женщин, но обычно на нем присутствуют только женщины, и я рассказываю, это, знаете, я не могу сказать, что это наши хитрости, это то, что это не хитрости, сейчас я слово найду какое-то, это закономерности. Что когда вы открыты этому наслаждению, когда вы открыто наслаждаетесь роскошью, подарками, когда вас это радует, когда у вас большие амбиции, и когда вы наслаждаетесь своими амбициями, в семью приходят большие деньги, или в вашу жизнь приходят большие деньги. Лада пишет, я чувствую себя наполненной, наслаждаюсь собой и работой, а муж в бешенстве буквально трясет меня, что я его не поддерживаю и не защищаю. И, дорогая Лада, ты можешь увидеть, что ты не наполняешь себя как женщину этого мужчины. Ты не вкладываешь в эту энергию, это наслаждение в свою женственность. То есть ему ничего не достается. Я тоже видела это много раз, прекрасных, ухоженных, налюбленных красавиц и пустых мужчин, когда женщина ничего не дает. Она не для него это вкладывает. То есть она вкладывает в свою любовницу, чтобы другие люди видели, какая она классная. Другие, но не он. Вот есть ссылка 30, 31 и 2 будет тренинг «Золотой треугольник». Виктория пишет, я верю, что если к вам только прикоснуться, в жизни будет волшебство. Попробуй. Сейчас, секундочку. Скажите, как вам наш разговор? Я хочу напомнить вам то, что вы должны были знать с детства. Женщину учит женщиной быть другая женщина. И мы учим мы учим друг друга не словами, мы учим друг друга словами и состоянием. И именно поэтому ваше присутствие здесь такое для вас вкусное, что у вас есть возможность чувствовать это состояние. 26 мая мы с вами пройдем все этажи наслаждения. Вы не представляете, какой вас ждет шок, когда вы узнаете, мимо каких наслаждений вы проходили, отмахиваясь от них и говоря, что это не наслаждение. Вы будете шокированы этим. И второе, что вас ждет, невероятный шок, когда вы узнаете связь между вот этим наслаждением и какой-то сферой вашей жизни. И вы будете видеть эти параллели, что когда у вас здесь море наслаждения, эта сфера жизни делается сама. Она делается легко, без вашего участия. И там, где у вас нет наслаждения, там вам приходится пахать тяжелым трудом, с огромными усилиями, добиваясь и воюя, отбиваясь и конкурируя. Ребята, продублируйте, пожалуйста, ссылку на 26 мая. На сегодняшний день я считаю этот вебинар, мастер-класс 26 мая своим главным
то, что я его разработала, то, что я его систематизировала и проведу вас, и покажу вам все эти параллели, я считаю своим главным достижением и подарком для женщин, которые переживают мировой кризис. Это главное, что я сейчас готова привнести в мир. Все мои девочки, кто учится у меня и учился на коучингах по раскрытию сексуальности, они все идут и все должны пойти. Там такой уровень систематизации, который был абсолютно невозможен еще, для меня был невозможен полгода назад. Так глубоко и тонко я не видела, хотя эту тему о 4 сторонах света в наслаждениях, конечно, я знаю и преподаю давно. Но то, как мне это стало открываться, как мне стало понятно эти взаимосвязи, я была сама невероятно шокирована. А на золотом треугольнике это будет очень продвинутый уровень для тех, кто хочет стать мастером игры. Вот для тех женщин, которые хотят понимать, вот тут у меня в отношениях, например, там с сыном сейчас мало. А отношениях мало, потому что тынс просмотрели, добавили, отношения улучшились, жизнь сына улучшилась. Вот здесь у меня какие-то траблы. Вчера работала с клиенткой, у нее траблы, то есть у нее деньги есть, у нее очень богатая семья, но лично у нее денег нету. То есть ей очень трудно попросить у своего папы богатого, все время какие-то вопросы. Хотя деньги есть, но ей трудно попросить для себя. И мы стали смотреть, где она себя не наслаждает. И когда мы нашли это стало так очевидно, что, Господи, конечно же, вот здесь она себе закрыла это наслаждение. И как только она его открыла, знаешь, это было там занятие 3, она у меня в личном коучинге сейчас. Она 3 занятия назад стала это открывать, и вот на прошлом занятии мы уже фиксировали, что да, я спокойно подошла, попросила у папы денег, и он дал на все, что мне нужно. Елена пишет, мне нравится, когда можно не пахать. Дорогая Елена, дорогие все мои девочки, женщине не нужно пахать. Это жить по-мужски. Для мужчины прикладывать усилия – это хорошо. У женщины так устроена ее психика, что она должна жить очень легко. И это не про безделье, поймите. Я не проповедую, я сама не являюсь носителем такого образа жизни. Я не проповедую безделье. Я говорю вам о другом, что когда женщина находится в женском потоке, вот в этом наслаждении, она за день успевает сделать миллиарды дел, но это так все легко, оно делается само, в этом нету ее ни одного усилия, женщина в себя в этом не находит. Если говорить духовным языком, то есть делание и нет делателя. Вот это жить по-женски. Ну что, мои любимые, хочу сказать, что после того, как закончится трансляция, внизу под видео напишите свои отзывы или напишите свои виды наслаждения. И мы выберем одного участника и подарим запись фестиваля Love Fest. Давайте я еще раз вам скажу. После того, как закончится трансляция на YouTube, напишите свои виды наслаждения или свой отзыв о этом вебинаре. И мы рандомно выберем победителя и подарим этой женщине запись фестиваля Love Fest. Хороший подарок. Ну как вам? Мне кажется, что мы очень глубоко поняли, если из всего того, что я сказала, вы запомните только одну мысль,
что наслаждать себя — это вопрос жизни и смерти вас и всего вашего окружения, что вы это делаете для себя и для всего мира, и чем больше женщины планеты Земля будут в наслаждении, тем больше на Земле будет здоровья, мира, благополучия, изобилия, ну всего того, чем является женское начало. Долголетия, красоты, молодости. Поэтому, любимые мои, наслаждайтесь. Я с вами прощаюсь. Вечером у меня, кстати, вечером у меня занятие в моей 4-й коуч-группе по раскрытию сексуальности. А 5-я коуч-группа только что начала работать. Был один вебинар, одно занятие. Если кто-то из вас хочет впрыгнуть в самый-самый последний вагон, вы можете нам написать, потому что мы еще не знаем, когда мы поставим 6-й коучинг. Если у вас уже горит, если вам раскрыть сексуальность — это вопрос жизни и смерти, приходите. 1-2 человек мы еще возьмем. Мы дадим вам послушать запись, уделим вам на следующем вебинаре больше времени, и кого-то мы можем еще впустить на 5-ю группу по раскрытию сексуальности. Это идет в онлайне. Я вас благодарю, что вы пришли, что вы выделили время. Благодарю, что вы услышали меня. Я чувствую, что вы меня услышали. И чувствую, что вы меня не услышали на 100%. Но даже 30-40% уже хорошо.